Привет, это Вяч, это Батуми, сегодня уже последний день, пролетел мой такой месячный отпуск, каникулы Бонифация в Аджарии, и за это время у меня накопилось здесь несколько классных путешествий, которые я решил объединить специально для вас в такой своеобразный топ, в такую подборку путешествий, походиков одного дня, которые каждый из них можно уложить всего лишь в 10 лари, на текущий момент, на конец 2022 года. В этой подборке я собрал в основном природные места и уголки, некоторые из них более туристические, некоторые менее известные, но такие известные места, как, например, Батумский дендрарий или крепость Гонио, где только вход стоит 10 лари, уже сюда не попадают. Ну и в принципе, совсем уж в таких туристических местах вы, наверное, сможете и без того найти информацию. Ну а сейчас давайте начинать. Вперед! Комендант этого форта, штабс-капитан Шавгулидзе, украшенный Георгиевским крестом, указывал на отсутствие дисциплины, вследствие чего он не рассчитывал на удержание этого укрепления. Укрепления же были очень хорошие, каждый стрелок был со всех сторон прикрыт бетоном и стрелял через бойницу. Были также искусственные препятствия, ходы сообщения, пулеметные бетонированные гнезда. Именно так генерал-майор Квинитадзе весной 1918 года описывает в мемуарах теперешние развалины Михайловской крепости на вершине горы Анария. Отсюда открывается прекрасный вид на Батуми, и, судя по не слишком заезженной дороге, толпы туристов не потревожат вас даже в разгар сезона. Смотровая расположена примерно в 9 километрах от центра Батуми. Добраться сюда можно несколькими маршрутами, стоит лишь задать нужный по навигатору. Я выбрал подъем от района строительного гипермаркета Горгия и, в общем-то, не прогадал. Петляющая дорога то и дело открывает новые панорамы. Да, подъем затяжной, но не крутой. Добрую половину пути при желании, кстати, можно срезать, поднявшись на канатной дороге до верхней станции. Но тогда придется значительно выбиться в условленный бюджет. А так, полное время в пути около 6 часов. Сложность 4 из 10, и то только лишь из-за подъема и продолжительности. Потраченные деньги 0. Заслуженное место в нашем топе. Храм Святой Троицы трудно не заметить из Батуми. Во время прогулки у морского порта и в районе парка чудес, где статуя Али Нино и колесо обозрения, его прекрасно видно левее канатной дороги на вершине отдаленного холма. Храм на этом месте возвышался еще в XIX веке, но тогда, скорее всего, носил совсем другое название и до наших дней не сохранился из-за пожара. Новая церковь выполнена из светлого камня в традиционном для грузинских религиозных сооружений стиле. Она представляет собой по-настоящему величественное строение, которое дополняет обрамленная мрамором смотровая площадка. Холм Самеба высотой около 400 метров, и это поистине отличная обзорная точка с видом на Батуми и его окрестности. Правда, в отличие от форта Анарии, туристов здесь в изобилии, а охрана строго следит за соблюдением правил посещения, поэтому у вас едва ли получится сделать откровенное фото на фоне города или тем более устроить пикник. Маршрутки непосредственно к храму не ходят, ближе всего, насколько мне известно, можно подъехать 55-м маршрутом, но лучше лишний раз уточнить этот вопрос на месте. Я же, по доброй традиции, использую ноги, начав подъем от улицы Маяковского и спустившись на запад, к проспекту Руставели. Заодно по пути вдоволь насладился деревенскими пейзажами и мандариновыми садами. Общее время в пути вышло около 5 часов. Сложность 3 из 10. Посещение храма бесплатно. Если хочется выбраться подальше от города, в самую настоящую первозданную природу, а в кармане по-прежнему пресловутый грузинский чирик,
то самое время отправиться в национальный парк Мтирала. В Грузии сегодня еще немало неизведанных человеком природных уголков. Большинство малопроходимы из-за рельефа и густой растительности. И до 2007 года к последним относился и этот парк. Ранее он был совсем не изучен, не охраняем и представлял интерес разве что для экстремалов. Ну и сегодня туристическая зона составляет лишь незначительную часть площади. Название Мтирала, что с грузинского означает «плачущая», он получил от горы, вокруг которой образовался, а та, в свою очередь, прославилась из-за самых интенсивных осадков в этой местности. И, как утверждают, даже во всей Европе. На выбор указатели здесь предлагают две тропы, первая из которых совсем простая, зато проведет через живописное озеро и водопад. Последовательность выбирайте сами, но по сезону никто не запрещает искупаться в бодрящей воде хоть там, хоть там. Второй маршрут заметно длиннее, по-хорошему рассчитан на 2 дня и не несет в себе столь явных достопримечательностей, зато позволяет в полной мере насладиться уникальным реликтовым лесом. Добраться прямиком до парка общественным транспортом из Батуми не получится. Однако за 3 лари можно доехать на маршрутке 40 до конечной остановки Хала, а оттуда поймать попутку или просто дойти пешком около 8 километров. С живописными видами и хорошей дорогой время в пути пролетит незаметно. Да, еще 2 лари отдадим за то, чтобы преодолеть горную реку на уникальном аттракционе, подвешенном на канатах вагончике, который собственноручно нужно приводить в движение, вращая большое колесо, похожее на штурвал. Время прохождения первой тропы 2-3 часа. Сложность без учета второго маршрута 3 из 10. Стоимость 8 лари. Впечатления бесценны. Мерветти является одним из старейших сел в Аджарии. По данным историков, люди здесь жили еще в VI веке нашей эры. Село находится на Трансаджарской трассе, в 20 километрах от Батуми. Если планируете неспешное однодневное путешествие, имеет смысл за 2 лари добраться на любой маршрутке, идущей через Аджарисхали, до моста через одноименную реку. Ну, а далее двигаться пешком. Дорожный трафик здесь почти отсутствует, плюс можно вдоволь налюбоваться видами на реку Чарохи. Если идти долго или не хочется, то не забываем про радушный грузинский автостоп. Он действительно здесь работает. Далее дорога к селу идет направо через подвесной мост. И, как гласит табличка, это настоящая местная гордость. Само село маленькое, но очень колоритное. Связь, кстати, здесь ловит в разы лучше, чем в Батуми. Обратите внимание, удаленщики. А чтобы попасть к водопаду, снова нужно забирать правее. Мало того, что сам водопад находится в потрясающе красивом и живописном месте, так и дорога к нему напоминает путешествие по сказочному лесу. И если вы будете идти сюда летом, постарайтесь попасть после дождей. Иначе, возможно, ощутить в полной мере всю мощь водного потока не удастся. А здесь также сохранился арочный мост XII века. Он является одним из 2 десятков подобных мостов, построенных в Аджарии во времена царицы Тамары, по специальной, характерной для того времени технологии. Время с учетом пешеходного маршрута по дороге 5 часов. Сложность 2 из 10. В расходах только маршрутка в обе стороны по 2 лари, так как посещение всех достопримечательностей абсолютно бесплатно. Кайф, она даже не скрипит.
Капнистави сами местные жители называют деревней 7 водопадов. Она находится всего в 26 километрах от Батуми. На маршрутке 77 или в направлении Дахула за 2 лари можно добраться к развилке на трассе, а оттуда пройти пешком около 3 километров. Тихий и уютный Капнистави – идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть недалеко от Батуми, но при этом оказавшись в тишине и прохладе многолетних деревьев. Шум воды слышен буквально отовсюду. В Капнистави кроме 7 водопадов много горных источников, с холмов и склонов стекают ручьи, и практически у каждой семьи здесь есть свой источник прямо во дворе. Часть водопадов находится в самой деревне, к другим нужно добираться только по специальной узкой железной лестнице, укрепленной прямо в скале. А к последнему, 7-му, добраться практически невозможно. Дороги к нему нет, его так и называют – недоступный. В центре села находится музей, он, кстати, обозначен на Google картах и, наверное, других. В нем представлены старинные вещи, сохраненные предками проживающих здесь семей, а также экспонаты, найденные в результате раскопок. Путеводители также указывают, что если спуститься по тропинке от центра Капнистави, вы попадете в ущелье, и на берегу быстрой реки увидите несколько древних деревянных мельниц. А дальше в окружении деревьев найдете места для отдыха и площадку для палаток. Но времени это проверить у меня уже не хватило. С учетом дороги, посещения винного дома и количества исследуемых водопадов, тут может уйти от 3 часов до целого дня. Сложность также варьируется, и наиболее полный маршрут может достигать 9 из 10. Посещение водопадов бесплатно, маршрутка 4 лари в обе стороны. Водопад Махонцети является одним из самых популярных в Аджарии. Причина тому – его удобное расположение, а также то, что его считают самым высоким водопадом региона. Вода красивым каскадом стекает в каменную чашу с высоты около 30 метров. Место, к сожалению, чрезвычайно туристическое. В одиночестве здесь можно оказаться, пожалуй, только в ранние часы, и то зимой. Куда и чем добираться, подробно описано в любом путеводителе, поэтому останавливаться на этом особого смысла я не вижу. Куда более интересна дорога к водопаду Малый Махонцети, длиной в 3 километра. Дорога, разумеется, не водопад. Здесь и панорамные виды, и горные пейзажи, и смотровая площадка на главный водопад сверху вниз. А в лесу, если очень постараться, можно даже отыскать настоящую водяную мельницу, которую вовсю используют местные жители. Еще дальше вверх асфальт заканчивается, дорога петляет между подворьями со старыми строениями и вертикальными стогами. Начинает веять свежестью и влагой. Возле самого Малого Махонцети также оборудованы места для туристов и даже есть ресторан, правда закрытый вне сезон. Да, и еще ни в коем случае нельзя обойти внимание мост царицы Тамары, расположенный тут же через дорогу. Он в разы больше и величественнее своего собрата в Мирвете. Обязательно прогуляйтесь на другой берег и доберитесь до ресторанного двора. Хозяину будет чем вас удивить, не только в кулинарии, но и в культурно-историческом плане. В общем, время не потраченное, но проведенное с удовольствием около 5 часов. Сложность 4 из 10 из-за длины маршрута, плюс уже традиционные 4 лари за маршрутку в обе стороны. Подъем к кресту Гонио – это тот случай, когда не столь важна цель, как сам путь. Маршрут можно начать прямо от крепости Гонио, не спеша, минуя улочку за улочкой.
16-й автобус довезет всего за 80 тетри. Правда, для проезда на городском транспорте в Батуми нужно иметь специальную транспортную карту. А альтернативой может выступить любая маршрутка в направлении Сарпи за 3 ларии. Навигатор строит маршрут довольно точно, а если возникают сомнения, почти всегда можно найти кого-то из местных и уточнить направление. Крест находится на горе, виден издалека и служит отличным ориентиром в течение пути. Воздвигнули его в 2014 году как символ несокрушимости православия и своеобразный оберег для окружающей местности. А еще местные говорят, чтобы гости из ближайшего зарубежья сразу его видели и понимали, что здесь царит православие, намекая на границу всего в 7 километрах. Вокруг креста роскошная смотровая площадка с обширнейшим видом. Море. Внизу прибрежные поселки Гонио и Квариате, очерченный прямоугольник крепости, справа река Чарох и Батуми, а за спиной горы Аджарии. Некоторые туристы отдают пальму первенства именно этой смотровой в окрестностях Батуми. По мне, и у церкви Самебы виды не хуже, но по простору и ощущению свободы тут и правда трудно найти равных. Обратно можно спуститься левее по асфальтовой дороге, где совсем недалеко до ближайшей остановки маршруток. За день вполне реально успеть дополнительно посетить крепость Гонио или водопад Андрея Первозванного, поскольку весь путь до креста и обратно занимает не более 3 часов. Сложность 4 из 10 из-за местами крутого подъема. От 2 до 8 лари уйдет на транспорт. Несмотря на то, что в подборке нет четкого ранжирования от хорошего к лучшему, самое вкусное я приберег на десерт. Вообще, этот поход выходного дня следовало бы назвать крепость Петра, потому что именно ей знаменито сие приморское местечко, если бы не одно «но». Но обо всем по порядку. До крепости Петра добираемся любой маршруткой в направлении Кабулети. Стоимость 2 или 3 лари тут как повезет с настроением водителя. Вход стоит еще 5 лари, также можно доплатить за услуги гида, но не с нашим установленным бюджетом. Поэтому расчехляем Google и попутно осматриваем исторические достопримечательности. Название крепости Петра нужно произносить с ударением на первый слог. Оно произошло от греческого слова, обозначающего камень, скала. Уникальное расположение крепости на вершине отвесной скалы делало ее практически неуязвимой со стороны моря, а с суши ее защищали мощные каменные стены и природный скальный рельеф. Петра дышит древностью, тишиной и уединением. Здесь приятно гулять, рассматривать многочисленные артефакты, представлять, какая жизнь кипела в этих стенах, от которых сейчас остались руины. Остатки крепости расположены между центральной дорогой и морским побережьем на значительном возвышении, поэтому отсюда открывается великолепный вид на бескрайнюю морскую гладь. А теперь обещанное «но». Настоящее приключение начинается уже после выхода из крепости. Забираем резко левее, проходим через Банановую аллею, спускаясь к морю. На пути живописная железная дорога, струящиеся ручьи и мосты. Пляж Цихидзири – уникальное место, предназначенное для тех, кто ценит новые впечатления больше, чем собственный комфорт. Узкая полоса земли под огромными скалами, покрытыми лесом, почти не видна со стороны, как и немногочисленные дорожки к ней. Ну а чтобы сюда попасть, придется идти пешком не менее 15 минут. Но и это только начало пути. С пляжа вновь выходим вдоль железной дороги в направлении роскошного отеля, которого видно на берегу моря. И далее отдаем себя во власть тропки и просто наслаждаемся видами, меняющимися от тропических банановых зарослей и водопада
До уютной деревеньки и старых, возможно даже до революционных строений и лестниц. Пролетевшее в восторге время около 5 часов. Сложность 4 из 10, но обязательно остерегайтесь поезда на поворотах железной дороги, он может быть внезапно. Потраченные деньги, ну тут честная десятка. И если свободный день выдался совсем внезапно, вы не успели ничего запланировать, но при этом находитесь в Батуми, смело выходите на Батумский бульвар и следуйте в направлении аэропорта. Именно там, на границе моря и взлетно-посадочной полосы, постоянно дежурят охотники за эффектными фото и видео. Рейсов, кстати, на Батуми не так много. Самолеты будут значительно ниже и ближе при посадке, учитывайте это. Поэтому открываем табло именно с прибытием, сверяемся с нужным временем и не забываем снять крышечку с объектива. Ведь второго шанса с нужным освещением, возможно, придется ждать очень долго. Такая получилась бюджетная подборка, в которой, я надеюсь, каждый сможет найти что-то себе по душе. Ну а сейчас огромное спасибо за просмотр. Очень продвигают такие видео. Это ваши лайки, ваши подписки с уведомлениями. Я даже до этого не подозревал, что один лайк добавляет видео примерно от 30 и более просмотров. То есть, если нет лайков, видео просто навсегда будет похоронено в бескрайних просторах YouTube. Так что... Ну вот теперь на этом уже точно все. Надеюсь, если вы будете в Грузии, то моя подборка поможет вам жить реальной жизнью, а не наслаждаться природой и походами только лежа на диване. Пока-пока.